Всем привет! В эфире Metal Detector, и мы продолжаем знакомство с самыми интересными новинками на сцене тяжелой музыки. Устраивайтесь поудобнее, ведь впереди нас ждут 8 достойнейших альбомов этой недели. Смотрим! Сегодняшний выпуск открывает относительно молодая, но реально сильная команда из Штатов, записавшая второй полноформатный альбом. На многих форумах жанр группы определяют как модерн хард-рок, с чем я в общем-то согласен, хотя добавил бы еще приставку альтернатив. В этом году в составе команды произошли некоторые изменения, в связи с чем музыканты обещают поднять уровень музыки на ступень выше. Хотя куда выше, я не знаю, ведь новый альбом получился просто блестящим. Всемирно известная группа из Финляндии, исполняющая мелодик Death Metal, хотя это еще спорный вопрос, выпустила 9-й полноформатный диск. Команда образовалась в 1993-м и может гордиться тем фактом, что за такой немалый промежуток времени в ней сменилось не так уж много участников. Что же касается самого альбома и жанра, лично я считаю, что на пластинке крайне мало МДМ в классическом понимании этого направления и слишком много каких-то веселых гитар и уж тем более клавиш. Так что все это ближе к какому-то утяжеленному Power Metal, но в целом вполне себе годно. На очереди еще одна финская команда, записавшая 4-й полноформатник. И в плане музыкального направления с этой группой тоже отдельная история. Если раньше коллектив исполнял Doom Death Metal, иногда с примесью пост-метал, то сейчас жанр команды можно определить как пост-метал с элементами Doom Death. Треки на новом альбоме отличаются продолжительностью, мелодичностью, атмосферностью и глубиной. В общем, всем тем, из-за чего пост-метал называется пост-металлом. Чувствуется, что музыканты изрядно потрудились над этим альбомом. Он получился действительно гармоничным и интересным. Встречайте дебютный альбом нового британско-японского проекта, исполняющего альтернатив металл с примесью электронщины и индастриал. Абсолютно безбашенные в хорошем смысле слова треки этого диска могут завести кого угодно, так как тут есть все. И забойные гитары, и куча электронных вставок, и, конечно же, два просто отвязных вокала. Кстати, в описании я оставил ссылки на оба клипа команды. Это надо увидеть и услышать. Американская команда, ставшая уже легендой жанра мелодик металкор, выпустила 7-й полноформатный альбом, в композициях которого можно услышать немало элементов хэви, трэш и даже альтернатив металл. В работе над новым альбомом музыканты также отказались от экстрим-вокала. Однако, вопреки ожиданиям фанатов и попыткам группы окончательно перейти на так называемую новую волну американского хэви, новый диск получился немного скучноват.
Следующая группа также не нуждается в особом представлении, ведь этот коллектив уже давно известен всем поклонникам достойной альтернативы. Легендарная американская банда, исполняющая альтернатив New Metal, выпустила уже 11-й полноформат. Что, в общем-то, неудивительно, команда существует с 1992 года. Новый альбом получился весьма интересным и разнообразным. На нем есть как агрессивные, так и довольно спокойные мелодичные треки. Молодая команда из Франции, исполняющая пост-хардкор, выпустила дебютный полноформатник. И вроде бы казалось, ну что там такого необычного еще можно было придумать в таком уже, честно говоря, запиленном направлении. Так нет, придумали. И надо сказать, сделали это очень интересно и качественно. Дебютная пластинка у парней получилась реально достойная. Искренне рекомендую. И напоследок, американская команда, музыканты которой лупят бодрый и, можно сказать, классический хэви, записала третий полноформатный альбом. Группа была образована в начале 2009 года, но уже в 2012-м, после релиза дебютного диска, попала во внимание такого журнала, как Metal Hammer, который назвал первый альбом волшебным дебютом. Новая же пластинка музыкантам вполне удалась. На ней присутствуют и мощные гитарные рифы, и сильный женский вокал, который придает звучанию группы ту самую неповторимую энергетику. А на сегодня это все. Наши партнеры: Агрессивный рокер, Rock is Rock, Rock Religion, Институт рокеров, Институт благородных рокерш и Rock Mem. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте комменты, слушайте достойную музыку. Пока!